Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Наша серия началась с 5-летнего прыжка во времени. Они загоняют комнату, полную людей, в кузов грузовика. Среди них Дилан, и пока Миран сопротивляется мужчинам и кричит «Где мой сын?», мужчины заталкивают его в грузовик. Миран становится большим ребенком и приходит в комнату своих родителей, смотрит на их детские фотографии и играет с мобильным телефоном в своей кроватке. Затем он берет фотографии Дилана и Барана, которые лежат у него на коленях, и садится на кровать. В тот момент, когда в комнату входит женщина, которая похитила его у родителей, Миран прячет картину за спину. Женщина очень злится на Мирана за то, что тот вошел в эту комнату, берет фотографию, за которой она пряталась, бросает ее на пол, и рама разбивается. Миран просто смотрит на него, не отвечая. Когда женщина продолжает оскорблять Мирана и злиться, Миран извиняется. Они изменили имя Мирана на Чинар. Женщина говорит, что вы должны ответить перед отцом, и выводит его из комнаты. Акиф узнает, что Дилан попал в руки торговцев людьми. И он принимает меры, чтобы спасти ее оттуда. Когда женщина приносит ребенка и бросает его посреди гостиной, его отец спрашивает знакомого мужчину, что случилось с Чинаром. Когда Чинар не отвечает, он говорит, что женщина снова вошла в запретную комнату. Тарик ругает Чинара, отправляет его в свою комнату и говорит, что он наказан. Берфин не выдержала жестокого обращения с ребенком, и когда она заговорила, ее заставили замолчать. Хасан парализован, а Тарик злится на свою жену, потому что проблема Чинара останется тайной между тобой, мной и моей матерью, пока она не умрет. Когда Дилан кричит в кузове грузовика «Куда вы нас везете?», женщина рядом с ним предупреждает «Смотри, они тебя убьют, они не проявят милосердия». Когда Дилан затем достает комбинезон Мирана, который он держал в кармане, ему нравится комбинезон в комнате Мирана после аварии, и он разговаривает сам с собой, говоря «Мой дорогой сын, твой отец найдет тебя, не волнуйся», пока Берон слушает. Ему от двери. Затем, когда он входит, Дилан спрашивает, где вы нашли нашего сына. Но Берон опустошен и сжимает туфли Мирана в ладони. Дилан помнит тот момент, когда он открыл дверь и увидел ее. Пока Баран грустно смотрит на море, Акиф приходит к нему в слезах, показывает туфлю Барана Мирана и спрашивает, может ли она принадлежать Мирану. Акиф в слезах говорит, что это единственное, что осталось от Мирана, надежды больше нет, и выражает свои соболезнования, брат. После того, что он услышал, у Барана подкосились колени, он бросился на землю и закричал «Сын мой!». Затем он дает ему пощечину, говоря, что не может защитить себя, и идет к морю, зовя Мирана, моего сына. Акиф обнимает его и пытается успокоить. Когда он плачет Дилану и говорит, что не смог его защитить, Дилан потрясен и потрясен. Когда Баран плачет, он закрывает лицо и утешает его, говоря, «Я не принимаю этого, я не буду скорбеть в углу, потому что наш сын жив, мы найдем своего сына». Дилан обнимает туфлю Мирана в руке и видит, что женщина расстроена, потому что Миран – ее сын, и спрашивает, не по этим ли она скучала. Когда Дилан говорит «нет, но они знают, где мой сын», женщина говорит, что это значит, что они и тебя так обманули. Дилан отказывается, говоря «нет», и возражает, говоря «я найду это, они меня не обманули». «Я знаю, ты живешь один», матери чувствуют, говорят о том, что они тебя найдут несмотря ни на что. Бабушка Чинара извиняется перед знакомой женщиной, говорит «не запирайте меня там, слишком темно, я боюсь», но женщина бросает его туда и запирает за ним дверь. Чинар ударяет кулаком в дверь и говорит «я боюсь, бабушка, открой дверь», но ему все равно. Когда контрабандисты собирались пересечь границу, Баран погнался за ними на своей лошади и поймал. Когда мужчины замечают его, они ускоряются, и люди в грузовике начинают пугаться. Убегая от Барана, они видят, что жандармы преграждают им путь и тут же достают оружие. На улице начинается драка, и люди в грузовике очень напуганы.
Мужчина в грузовике оставляет дверь открытой, когда выходит драться, и когда конфликт заканчивается, Дилан видит оттуда барана. Увидев друг друга, они долго смотрят друг на друга и медленно приближаются. И он крепко обнимает тебя, и его глаза наполняются слезами. Затем Бэрон спрашивает, в порядке ли он, и говорит: «Я знаю, что ты хочешь найти нашего сына, но это невозможно, подвергая себя такой опасности». Дилан крепко обнимает барана, ничего не говоря. Дилан смотрит на ботинок Мирана, затем хватает убитых за воротник и умоляет: «Они знают, где находится Миран, скажите мне, где он, сын мой». «Баран, тебя обманули, даже если он скажет что-то подобное, он не сможет тебя убедить». Дилан теряет сознание на руках барана от грусти от того, что не может связаться с сыном. Тараку барану становится не по себе, когда он узнает, что Дилан уехал в Мардин. Когда его спрашивают, расставались ли они когда-нибудь, Тарик после всех этих лет отвечает: «Я так не думаю», но его мать отвечает: «Вы не можете сказать, все знают об их любви». Когда Тарек Баран говорит, что он ни о чем не знает, ушел из жизни и отказался от всего, его мать говорит, что если Дилан вернется к жизни, Барану не понадобится и дня, чтобы выздороветь, и он поднимется из пепла. Пока госпожа Хасиби хочет принести еду Чинару, ее бабушка замечает это и забирает у нее. Он спрашивает Чинара, голоден ли он, дает ему с подноса только сухой хлеб, говорит, что это для тебя слишком, и уходит. Бабушка Чинар говорит: «Не ходи, здесь слишком темно, мне страшно, отпусти. Я тоже приду». Однако бабушка снова запирает ребенка, говоря: «Нет, ты останешься здесь, пока не опомнишься, никаких криков и нытья». Бэрон ласкает волосы Дилана, пока он без сознания, и говорит, что если бы с тобой что-то случилось, что бы я делал, как бы я жил, как я мог бы вынести твое отсутствие после всех этих событий, Дилан, но все кончено, я не буду. Оставь тебя снова, в мире нет такой силы, которая могла бы разлучить тебя со мной, даже ты теперь не сможешь меня остановить. Между тем, когда Дилан пришел в себя и хотел встать, говоря: «Где я? Мне нужно идти, мне нужно пойти и найти своего сына», Бэрон ловит его, прежде чем он упадет, и заставляет сесть. Говоря: «Тебе никуда идти нельзя, тебе нужно отдохнуть, давай, садись». Затем, когда он пытается заставить его есть собственными руками, Дилан сопротивляется. Когда Бэрон пытается его уговорить, Дилан не становится более упрямым и забирает ложку из рук барана, говоря: «Я съем ее». Чинар, то есть Миран, очень напуган там, где его заперли, но его никто не слышит. Дилан задается вопросом, голоден ли Миран, и думает: «Я надеюсь, что они любят и заботятся о ней среди хороших людей. Кто захочет причинить вред маленькому ребенку?» Бэрон не хочет говорить об этом, чтобы он мог съесть свою еду. Дилан плачет, потому что не может есть, еда не может пройти через горло. Бэрон помогает Дилану лечь в постель. Когда Дилан ложится спать, она фотографируется с Мираном и говорит: «Мой сын не уснет, пока я не спою колыбельную». Когда Бэрон спрашивает: «Вы поете любимую колыбельную Мирана каждый вечер?», Дилан отвечает: «Да, я буду продолжать петь ее, пока не найду ее». Мой сын не может спать, не слыша голоса своей матери. Когда Чинар пугается дождя и грома на улице, он говорит себе: «Мужчины не боятся, ты не ребенок, и твои родители тебя очень любят, они заберут тебя отсюда». Пока Дилан поет свою колыбельную из сосновой колыбели младенца, глядя на картину, Бэрон не может сдержать слез. Когда Бэрон приходит в комнату с подносом с завтраком в руке, он не может найти Дилана в комнате и в спешке покидает комнату, крича: «Дилан!». Дилан выходит из отеля, где они остановились, и говорит: «Я не хотел, чтобы это произошло, но я найду нашего сына и никогда не позволю тебе остановить меня». Бэрон идет за ним и видит, как он убегает, а Дилан бежит за ним, говоря: «Подожди». Дилан убегает, а Бэрон с криком гонится за ней. И в конце концов он ловит Дилана и пытается убедить его, что он не может пойти: «Я однажды допустил ошибку, посмотрите, что произошло». Он кричит: «Оставьте его в покое, он мертв». После того, что она услышала от Бэрона, Дилан не выдерживает и садится на корточки. Баран садится рядом с ним и говорит: «Не делай этого с нами, мы не вынесем боли моего сына, если я потеряю тебя, мне ни за что будет держаться».
Когда ты говоришь, что очень скучаешь по Дилану, Дилан отвечает, что ты никогда не покидал меня, даже если ты был далеко, твой взгляд всегда был прикован ко мне. Баран говорит, что не умея любить и рассказывать, находя утешение в мечтах, я не смогу снова справиться с этим, возьми себя в руки, я не оставлю тебя, мы вернемся в наш дом, в наш особняк. Бабушка Чинара говорит, что она действовала таким образом, чтобы пытать Хасана и сохранить свою обиду и гнев по отношению к Карабеям. Я не забуду, что ты выгнал меня из этой двери вместе со своими детьми в моем чреве, твой сын Тарык, глава компании, отныне будет нашим компанией, гостиницы и бани. Он говорит, что у Карабеев не будет ни слова, ни имени. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.